Всем привет, меня зовут Настя, и это мое первое видео на YouTube. Я бы хотела поговорить об Аргентине, но не о как в стране для релокации, а скорее о моих ощущениях как релокантов, потому что я знаю, что на YouTube сейчас очень много видео с обзорами переезда, с обсуждениями плюсов и минусов, но я считаю, что это не так интересно обсуждать, потому что для кого-то плюс действительно является плюсом, а для кого-то наоборот. А для кого-то вообще не имеет никаких значений. Поэтому я буду говорить о своих внутренних ощущениях, о том, что меня здесь удивило, о том, как я поменялась за полгода жизни в другой стране. Начну с того, что я живу в районе Палермо, Буэнос-Айресе. Район очень зеленый, здесь куча парков, аллей, садов, и нам нравится. Нам, это я имею в виду себя и своего молодого человека, с кем мы сюда вместе приехали. Его зовут Даня. И скажу более, Данины родители тоже живут в Буэнос-Айресе. Я соглашусь с тем, что наличие родителей рядом – это огромная поддержка и ощущение безопасности. И без них, наверное, мы бы себя ощущали совсем по-другому. Но я хочу отметить, что в Буэнос-Айресе невозможно почувствовать себя одному. Наверное, сформулирую так, потому что Буэнос-Айрес, точнее Аргентина, как говорится, страна иммигрантов. И здесь, если говорить даже про русских, сформировано очень мощное комьюнити ребят из России. И если вам тяжело дается язык, если вам хочется общаться с соотечественниками и поинтересоваться, как они адаптируются, какие у них есть новости по легализации, допустим, или по учебе, то это можно сделать через 2 секунды поиска в интернете. Связаться с кем хочется. Но если ты все-таки хочешь интегрироваться в культуру, то в этом тоже нет никаких проблем, потому что аргентинцы максимально лояльны к приезжающим, и это удивительно, это просто удивительно, что они настолько терпеливо относятся ко всему. Банально к твоим попыткам сформулировать мысль на протяжении я не знаю скольких минут, и они сами предлагают помощь, они сами предлагают перейти на другой язык, если, допустим, кто-то знает английский. Например, вот где я сейчас иду, это пятачок, на котором сформировано сразу, у меня все это время был засвечен фон, на котором очень много магазинов, кафешек, и я здесь покупала банально вот эту кепку. Продавец в магазине. В общем, продавцы здесь уже тоже привыкли. Вообще здесь все привыкли к такому количеству не знающих испанский или плохо знающих испанский. И им нормально. Мы общаемся языком жестов, мы общаемся через переводчик, и это ок. Вот. И я ни разу не столкнулась с какой-либо формой неприязни, ни разу. И это тоже для меня удивительно. Не скажу, что я готовилась к чему-то плохому, вообще нет. Я ни к чему не готовилась. Когда мы, например, ездили к Даниным родителям за город жить на неделю и сидеть с собакой, соседи, которые видят нас первый раз в жизни, настолько открыты и дружелюбны. И это касается не только соседей, а в принципе всех людей, с кем мы знакомились в Буэнос-Айресе, что незнакомые люди, незнакомым людям говорят: пиши, звони в любой момент, мы поможем, ответим на все вопросы, не стесняйтесь, в любой момент, там, приходите, стучите к нам в дверь, и вау! Вау! Я решила прогуляться в парк, который находится примерно в 10 минутах от нашего дома. Там есть розарий, там есть ботанический сад, есть зоопарк, все, что душе угодно. Продолжая тему языка, мне ни разу не было стыдно за то, что я не могу сформулировать то, что я хочу сформулировать.
И если говорить про обучение, то мы с Даней ходим в школу, а здесь начальные школы предоставляют по вечерам бесплатные дополнительные занятия для взрослых. Это касается не только иностранных языков, насколько я знаю, еще есть освоение компьютера, например. И мы ходим именно на испанский язык для иностранцев. Вот, мы ходили в 2 школы. Здесь можно подавать во сколько хочешь, совмещать или не ходить вообще. Это абсолютно бесплатно, это не обязательно. Если мы не можем или не хотим, мы не ходим. И ни у кого не возникает никаких вопросов. Мы общаемся в школе с преподавателями, которые носители. И на самом деле, когда ты попадаешь в обстановку, что у тебя просто нет другого выхода, как говорить на языке, сразу все становится намного проще и понятнее. Если говорить про общение с русскими, у нас, например, не сложилось какого-то круга общения здесь, потому что 90% очень громкие здесь автобусы. Потому что 90% времени мы все-таки находимся дома. Мы работаем, учимся, занимаемся языком, занимаемся иногда даже спортом. И в оставшееся время мы ходим гулять, в школу, там куда-то ездим и так далее. И периодически я натыкалась на сообщества в социальных сетях, когда целые группы русских встречаются в определенном месте на определенные темы и обсуждают что-то, неважно какую тему. Или это бизнес-ланч, или это поездка, какая-то экскурсия куда-то. Но мы, вот просто не сложилось у нас. Мы пытаемся интегрироваться, и, казалось бы, переезд в новую страну, какие-то депрессивные настроения должны быть, ожидаются. На самом деле, ностальгия — это штука невымышленная, и я прошла то, что проходят практически все мигранты, наверное, все стадии, и эта ностальгия меня будет преследовать, я думаю, еще достаточно долго, но когда жизнь кипит здесь, у тебя просто нет сил самокопаться. Вот. И почему так получается? А потому что у нас есть огромная поддержка. Взять даже преподавателей. Мы занимаемся языком не только в школе местной, мы занимаемся еще с языком, с другим носителем, потрясающей аргентинкой, чудесной, замечательной, и с ней уроки проходят как разговор с подружкой или сессию у психолога. Мне она очень нравится, и она супер поддерживающая, и это тоже очень важный аспект. Почему я чувствую себя хорошо? Потому что я нашла своего человека. Второй репетитор у меня — это русская, которая жила в Аргентине на протяжении 5 лет. И с ней я уже отрабатываю грамматические моменты. Если с аргентинкой я тренирую говорение и восприятие на слух, то с русской мы обсуждаем грамматические моменты. Потому что она понимает, как устроено мое мышление, потому что я могу задать ей любой вопрос на русском языке, и она мне объяснит настолько подробно, насколько может. Я считаю, это гениальный подход. И, наверное, даже запишу в следующем видео какие-то лайфхаки, как я учила язык без зубрежки, потому что зубрить у меня не получается, но, в принципе, я такое не поддерживаю. Вот, так что подписывайтесь и следите. Много моментов, которые мне не нравятся, но я на них повлиять никак не могу. Зато я могу повлиять на свое состояние. И мое любимое здесь — это транквилидад. Слово транквилидад говорят по любому поводу, что означает спокойствие. Я еще даже нервничать не успеваю начинать. И мне говорят: спокойно, все хорошо, расслабься. Я думаю, ну да, действительно, все хорошо. И такой спокойной, как сейчас, я себя на самом деле не помню давно.
приятно замечать какие-либо изменения в себе, потому что многие знают культуру местную, например, слово «маньяна», которое обозначает «завтра», что здесь все переносится на завтра. Я лично с этим сталкивалась буквально пару раз, и не сказать, что мне это мешает жить. Но, в принципе, каждый здесь работает как хочет, потому что кто-то не работает по выходным, кто-то не работает там после 5-6. С этим ничего не сделаешь, просто нужно выбирать места. Например, здесь много китайских магазинов, и китайцы работают на износ. Днями, ночами. Здесь, в принципе, редко встретишь какие-либо заведения, которые работают 24 часа, но китайские магазины часто работают 24 часа. Они супер удобные, они близко к дому, и все замечательно. А если говорить вот про мои наблюдения, например, русские устанавливают здесь цены, как в России, потому что они привыкли к определенному уровню жизни, и они пытаются обеспечить себе этот уровень жизни здесь. Это абсолютно нормально, это понимаемо, но я работаю дистанционно, и передо мной такой задачи не стоит. Понятно, что уровень жизни совершенно другой, как и темп жизни. Но на самом деле, если сравнивать себя в Москве и себя здесь, то в Москве я была супер тревожной. Я переживала, что я недостаточно быстро расту, что я не могу найти свое предназначение, конечно же. И я думаю, что навязывание бесконечного обучения, курсов, которые я проходила нон-стопом, я сейчас прохожу, но в темпе, который мне удобен. Вот. А тогда я посещала кучу мероприятий, нетворкила, старалась завести как можно больше знакомств. Мне это ничего не дало. И здесь я предоставлена, опять же, сама себе. Я спокойно работаю и учусь в том темпе, который мне удобен. Наверное, стоило переехать, чтобы это понять, потому что этот темп жизни мне подходит больше. Первый раз, когда мы сюда приходили, мы застали розы. Было очень красиво. И что меня впечатлило, что люди сюда приходят просто помолчать на лавочках вместе, держась за руки. Ну, там, если друзья, поболтать. Это очень мило. И я, которая в душе давно дед, нуждалась в таком месте. Хочется отметить, насколько аргентинцы эмоциональные, потому что я тоже была очень эмоциональной, и со временем начала это сглаживать, потому что я понимала, что люди себя чувствуют некомфортно, и они не всегда понимают, что я испытываю. Я стала проще реагировать на многие вещи, а потом я приехала сюда, и здесь на любую мелочь умиляются так, как будто, не знаю, это самое шедевральное, что они видели в своей жизни. Какая красота, какая милота, идеально, чудесно, невозможно. И ты это слушаешь такой, да, потому что непривычно. Конечно, тоже хочется умиляться, но мы проявляем это немножечко по-другому. И как рисуют на самом деле нас в мультиках такими хмурыми, серьезными, на контрасте это выглядит действительно так. Даже я себя чувствую хмурой, когда я не супер эмоционирую на какую-нибудь там собачку маленькую или на ребенка сладкого. А на улице, когда абсолютно незнакомые люди видят милого ребенка, они могут подойти: «Ты какой красивый, какой замечательный». И это умиляет и улыбает, и ты хочешь здесь улыбаться намного чаще, потому что здесь вокруг все постоянно друг другу улыбаются. Хорошо, что я успела относить брекеты, и теперь могу вписываться в местную культуру и чувствовать себя уверенно.
спою через полгода или через год, потому что прошло слишком мало времени для того, чтобы какие-то выводы строить, но что каждый человек ощущает одно и то же место и переживает одни и те же события по-разному, это факт. Сколько мы не пересмотрели видео и не перечитали телеграм-чатов, такое складывается ощущение, что люди просто находятся в разных местах. И об одних и тех же вещах могут быть противоположные мнения, поэтому нужно приезжать и проверять на себе. Если даже думать о том, в какую бы другую страну я поехала, я не знаю, потому что одно дело приезжать как турист и на неделю, на две, другое дело здесь жить, выстраивать быт с нуля, заводить с нуля друзей. Все это обыгрывается совершенно другими красками, и надо просто приезжать и пробовать.